Этот день должен был стать самым радостным в жизни Кристофера. Великолепная свадьба в старинной часовне в Сиэтле, гости в элегантных нарядах, тщательно подобранная музыка — все выглядело словно из сказки. Казалось, что каждая деталь продумана до совершенства. Но за считанные минуты до начала церемонии Кристофер узнал правду, которая перевернула весь его мир. Кристофер вырос в семье преуспевающего бизнесмена и унаследовал не только состояние, но и умение вести дела. В отличие от многих наследников, он никогда не опирался лишь на имя семьи. Усердно учился, работал и постепенно превратил семейное дело в процветающую сеть компаний. В свои 38 лет он был признанным лидером в деловых кругах, а СМИ описывали его как харизматичного миллиардера с уверенной осанкой и спокойной улыбкой. Однако за внешним блеском скрывалась сдержанная натура и глубокая внутренняя тревога. В этот день Кристоферу казалось, что важнее всего обещание любви, а не карьерные достижения. Он собирался жениться на Стефане, женщине, чья грация и обаяние притягивали взгляды всех вокруг. Стефани была умна, утонченна и привыкла к роскошной жизни. Для окружающих она выглядела идеальной невестой, воплощением женственности и стиля. Перед церемонией Кристофер нервно ходил по комнате, держа в руках кольцо маленький, но значимый символ обещания вечной преданности. В это время Стефани готовилась к выходу. Ее белое платье сияло, прическа и макияж были безупречны, букет завершал образ безупречной невесты. И тогда, за мгновение до начала, правда всплыла наружу. Кристофер узнал, что Стефани никогда не испытывала к нему настоящей любви. Все, ради чего он собирался связать с ней свою жизнь, оказалось лишь прагматическим решением с ее стороны, способом обеспечить себе комфортное будущее. Сердце Кристофера сжалось от боли, но вместе с этим пришло чувство облегчения. Он понял, что, несмотря на предательство, перед ним появился шанс поступить правильно. На глазах у сотен гостей он не растерялся. Кристофер решительно отказался от брака, отверг иллюзию, которая ему предлагалась, и остался верен себе. Когда он покинул часовню, солнечные лучи Сиэтла обняли его, и впервые за многие годы он вздохнул свободно. Он потерял торжество, но обрел честность и внутреннюю силу. Этот день стал для Кристофера уроком. Истинная ценность заключается не в роскошных клятвах или богатстве, а в искренних чувствах и свободе жить в соответствии с правдой. Хотя свадьба вызвала бурю среди гостей, для Кристофера это был момент освобождения, первый шаг к новой жизни, где он сам определяет, что такое любовь и счастье. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.